Привет! Меня зовут Лера Мартьянова, вокруг меня деревня Кайболово, и это видеоблог о детских книжках «Мартышка». Сегодня мы шагнем за порог вместе с издательством «Самокат», а еще приготовим кое-что вкусненькое. Это объемный португальский путеводитель о природе, которая окружает нас повсюду, от малюсеньких комаров до высоченных лиственниц. Строго говоря, речь в ней идет не только про живое, но и про облака в небе, про воду в морях и реках, про луну и звезды, словом, обо всем о том, что формирует жизнь вокруг. Только зашли в лес, и вот, пожалуйста, лесная малинка. Вся засохла от такого жаркого лета, как у нас было, но надеюсь, что в следующем году на нее будут любители. Посмотрите, кто у нас тут, какая малышка. Август, а она еще здесь поспела в лесу. Красавица, сейчас мы ее съедим. Ить. Один из вопросов в этой книге особенно меня заинтересовал, он о земноводных. Как отличить жабу от лягушки? И вот несколько признаков. Жабы более пупырчатые, бородавчатые, а лягушки, наоборот, гладкие. Жабы преимущественно ходят и ползают, а лягушки прыгают. Лягушки живут около водоемов, а жабы могут встретиться вам даже в поле. Им достаточно зарыться в нору в земле или спрятаться под камнем. Ну и, разумеется, целовать жаб или лягушек тоже не стоит. Их слизь может вызвать раздражение на губах. А вот бородавок точно не появится, так что не пугайте детей этой антинаучной фигней. Привет! Как дела у тебя? А вот ты, смотри, какой красивый. Прямо мохнатенький, обниматься хочется с ним. Толстая попа такая у него. Хе-хе. Видал какой? Смотри, он прям зарывается. Прямо какой хороший. Что, я тебе мешаю зарываться? Извини. Довольно много места в книге отведено и насекомым, особенно муравьям и улиткам, что неудивительно, они встречаются в наших широтах чаще всего, и наблюдать за ними относительно безопасно. Здесь есть даже классификация муравьев в диких условиях, как отличить, например, солдат от рабочих. Но мы вчера наблюдали и других насекомых на участке. Так, например, мы прослушали романтичную серенаду сверчков, которую они исполняли своими ногами. Да-да, именно ногами. А еще мы наблюдали на участке ос-мясоедов, которые со стервенением набросились на останки креветок. Итак, дорогие друзья, мы с вами видим яркий пример того, как питаются осы в средней полосе. Они плотоядные, жадные, алчные. Их привлекают остатки креветки. И они методично отрывают кусочки от уже поеденной нами креветочки и уносят их. А кто-то из них даже пьет пивко. Отдельно хочу отметить в этой книге иллюстрации Бернардо Карвальо. Очень красивые, стильные. Но в то же время в этой книжке есть такая вставка. Некоторые виды, которые ты можешь встретить за порогом. И она яркая, полуглянцевая, такая красочная, но как-то не противоречит общему лаконичному дизайну книги, а только, в общем-то, добавляет ей разнообразие. После прогулки по лесу и вообще на свежем воздухе очень часто хочется поесть. И здесь нам на помощь приходит большая кулинарная книга городка от Ратрау Сузанны Бернер. И, в общем, господин Крам ей помогал. Как вы помните, у Бернер есть много всяких книжек про жителей городка. И эти ребята любят готовить. У каждого из них есть свой фирменный рецепт. Здесь на все 4 сезона. На лето, на весну, на осень, на зиму с актуальными в то время продуктами, которые растут прямо на грядке. И вот мы решили приготовить
спагетти с томатным соусом. Рецепты эти, которые здесь в книге собраны, они достаточно простые, поэтому их сможет приготовить даже ребенок, который уже обращается немного с кухонной утварью, но, разумеется, под присмотром взрослых. Мы уже достаточно выросли для того, чтобы самостоятельно готовить, поэтому приступим. Нам понадобится 700 граммов спелых крупных помидоров. Я взяла 5 крупных вот таких вот штук. 1 луковица, такая достаточно большая. Еще нам нужен тимьян. Но у нас на огороде не растет тимьян, поэтому мы взяли сушеную смесь итальянских трав, где есть тимьян. Ну, еще там есть и базилик, и розмарин, майоран. Вот, используем его. Взяли обычные спагетти прямые, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Рекомендую добавить половину чайной ложки меда или 1 столовую ложку томатной пасты, но это для того, чтобы сделать вкус соуса послаще. Итак, томат нам надо порезать на 4 части. Но поскольку мы будем тушить томаты и потом не будем измельчать их дополнительно блендером, то мы порежем томаты чуть-чуть помельче. То есть вот это на 4 части, достаточно огромные куски. Мы разрежем их еще вот так вот и отправим их тушиться в таком виде. Плодоножки удалять надо. Да. Лук мы режем крупно и будем тушить его первым, а только потом добавлять помидоры в него. Он у нас будет на 2 ложках, на 2 столовых ложках оливкового масла. Он будет у нас обжариваться равномерно, чтобы сохранить все свои полезные свойства. И где-то через некоторое время, чего там, потушить до прозрачности. Значит, у нас лук должен стать прозрачным, потом мы только добавим в него помидоры. Макарон мы сварили немного, меньше половины пачки. Это важно, что это макароны из твердых сортов пшеницы. Конечно, не до состояния аль денте. Я не очень люблю, когда они твердые внутри. Мы сварили побольше. Вот такие. И главное, их не надо ополаскивать водой, когда они из твердых сортов пшеницы. Они уже готовы к еде. Вот такая ароматная штука у нас получилась со всякими травами. Тушила я примерно это все 20 минут. Не добавляла воду, потому что сока от помидоров было достаточно. Но сейчас мы будем кутить на всю катушку и добавим и томатную пасту, и мед. И еще немножечко это все прогреем до окончательного употребления в пищу. Вот такая вкуснота у нас получилась, дорогие друзья. Видите, ее хочет поесть даже оса. Больше рецептов вас ждет в этой прекрасной книжке от издательства «Самокат». А мы тем временем насладимся. Очень вкусно. Читайте книги, ешьте пасту, будьте детьми, подписывайтесь на наш канал. Мы классные.